Всем привет! Вы на канале Лейсан. Сегодня поговорим о самых главных событиях, которые происходят в туризме, а именно в Египте. Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе последних событий из мира туризма. Спрос на египетские курорты у туристов есть, самолетов мало и они заполнены полностью. И несмотря на это, количество рейсов практически не увеличивается, и из-за этого цены на турпакеты, которые предлагают туроператоры нашим соотечественникам, очень высокие. В Хургаде новый рекорд. В один из последних выходных дней аэропорт самого популярного египетского курорта обслужил 101 рейс. Самолеты взлетали и приземлялись с минимальными перерывами, а в небе зафиксировали самые настоящие воздушные пробки. И страна пирамид переживает настоящий туристический бум. Но лидерами по количеству приезжающих стали не россияне. В тот выходной день прилетело около 15 тысяч туристов, преимущественно европейцев, а больше всего немцев. Еще 120 самолетов в течение 2 дней приземлились в соседнем курортном городе Марса-Алам. На борту находились туристы из Италии, Чехии и Польши. Россияне, которые любят прежде всего Хургаду и Шарм-эль-Шейх, еще несколько лет назад удерживали первое место по количеству отдыхающих, однако теперь явно не в лидерах. Для сравнения, в среднем аэропорт Хургада принимает 94 рейса в день, причем из них только 3 российских. В настоящее время туристов в Египет возят 4 российских туроператора, а с 3 сентября добавили 5-й Анекс Тур. Вылеты из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх запланированы ежедневно на крыльях египетской авиакомпании Египет Air. Кроме того, с 15 сентября крупнейшая российская чартерная авиакомпания Azur Air возобновит рейсы из Москвы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Авиакомпания Аэрофлот запросила у Росавиации допуски на полеты по этим же египетским направлениям из Перми. Так что количество рейсов из России продолжает расти, но не так быстро, как хотелось бы. На днях египетские Минтранс и Российское федеральное агентство воздушного транспорта подписали меморандум об увеличении количества рейсов до 25 рейсов в неделю в Хургаду и Шарм, а также 14 еженедельных вылетов между Москвой и Каиром, Александрией, причем арабскими авиакомпаниями. При всей этой дороговизне в туров в Египет россияне выбирают для отдыха страну пирамид. Рейсов мало, но те самолеты, что летают, заполнены практически полностью. Несмотря на высокий ценник, туроператоры сообщают, что туры в Египет на ближайшие даты распроданы. В некоторые отели все забронировано вплоть до марта 2023 года, включая ноябрьские праздники и первые школьные каникулы, а также Новый год и зимние каникулы. Если интересуют цены на туры, посмотрите на Travelata, где собраны актуальные туры от всех ведущих туроператоров. Ссылку оставлю в описании под этим видео. Аналогичная ситуация прослеживается и у других туроператоров. Речь идет о Фансан, то есть это бывший ТУИ, и Тестур. Причем у последнего египетское направление занимает первое место по количеству бронирования. Цена любого тура трехзначная. На Новый год ценник не менее 140 тысяч рублей на двоих. В основном покупают не дешевые отели, не ниже 4 звезд, а также люксовый сегмент. А раз спрос есть, очевидно, что и снижать цены никто особо не планирует.